Я вас вітаю, я Світлана, і ми знову в моєму саду. Пройшло 2 доби, і все, зими вже немає, і у нас весна. Мы начинаем подготовку нашего сада к весне. Сегодня расскажу про наш хвойный сад, что я буду делать, про обработки, какие вы часто спрашиваете, какие у вас обработки. Сегодня расскажу. Покажу препараты, которыми буду пользоваться, и от каких проблем в саду. Покажу, что обязательно надо сделать, как только у вас плюсовые температуры появились, стабильные. Все, идемте. Ну, если вы заметили, я уже открыла свою магнолию. Посмотрела по прогнозу, что у нас уже плюс. Стабильный плюс. Сегодня плюс 8, дальше будет плюс 10. И так, плюс 6, плюс 12, такая температура будет. Значит, что мы начинаем делать с нашими хвойными? Как они перезимовали, проводим ревизию, смотрим все и решаем, какая обработка, что можно с ней сделать. Или подлечить, или подкормить, или просто сделать санитарную обрезку и чистку. Значит, вот, первое что. Особенно это касается туй. Смарагд, не смарагд. Я вам покажу эту тую, покажу голден смарагд. Кстати, буду делать обзор хвойных, покажу вам разницу наглядно между ними. Значит, особенно туи. Осенью я их не чистила. Первое, что мы делаем, чистим старую хвою. Разбираем, очищаем. Почему я это делаю? Весной, не осенью. Потому что, мне кажется, зимой туи теплее. Со старой хвоей там не обмерзнет. Почистили, перевязали стволы. Если у вас многоствольный смарагд, вот тут, видите, 1 и 2, их надо связывать, чтобы они держали вот такую правильную форму. Связывать, как я вам говорила, не вот тут, где уже вот эта ветка отходит, а внизу, в самом низу фиксируем нашу основу. И ветки уже по мере роста прилегают к стволу. Они вот так не распадутся при снеге, при ледяном, при наморозях осенних, зимних. Чтобы мы когда застригали, вот эта форма хвоинки переплетается, и они будут держать уже. Не надо будет 1, 2, 3 перевязывать. Значит, первое, что мы делаем, чистим наши хвойные и связываем. Все. Второе. Начинаем обрезку санитарную. Формирующую вы уже смотрите, как у вас время позволяет, не позволяет. Это не так критично, что его обязательно надо сделать. Сейчас нам надо наши хвойные подготовить к летнему сезону. Санитарную обрезку, вот такие, хотя бы состричь ветки где, или если обломала снегом веточку какую-то, убираем, чтобы она росла уже вот это. Видите, что это такое? Тут вообще эти туйки мне надо, конечно, пройти, простричь, но пока нет времени. Я уже начала розы открывать. Сейчас розы открою, чтобы они там под укрытием не запрели. С листьями уже некоторые. Но сейчас не про розы, про хвойные. Значит, мы их открыли. Мы, значит, наши хвойные почистили, связали, если надо, удалили лишние ветви. Дальше. Что мы делаем дальше? Вот на примере этой желтой Golden Smaragd. Видите, немножко меньше. Форма у нее тоже морковкой. Первое, мы ее связываем. Вначале чистим старую хвою, связываем и срезаем ненужные веточки. Дальше оцениваем степень, как она перенесла зиму. Отлично перенесла. Солнышко
ее подсветила, и она сразу поменяла свой цвет на золотистый. Значит, тут мы, если все у нас хорошо, мы делаем просто профилактическую обработку всего сада. Я использую Хорус плюс Актара. Хорус – это фунгицид, который работает при низких температурах. По-моему, от плюс 5 он уже работает. Может быть, даже и от плюс 2. Фунгицид, который не позволит нашим хвойным растениям, если что-то зимой пошло не так, заболеть. Актара от насекомых, универсальный, от всех. Профилактически через недели 2-3, в зависимости от температуры, используем от клеща паутиного Sunmite или Nurel я использую. Или со слабым акарицидным действием есть еще препарат Актелик. Для чего это делается не сейчас, а немножко позже. Не сейчас, потому что все-таки еще только первые температуры положительные. Если у вас уже держится довольно долго плюс, можно и разделить. Я бы не мешала туда еще и акарицид в эту смесь баковую. Значит, запомнили. Актара, Хорус, через недельку Sunmite. Почему так рано мы акарицидами начинаем пользоваться? Потому что все голодные после зимы и нападают. На гортензиях нету листиков, хвойные поражаются. И, к сожалению, в конце апреля мы уже видим по факту, что легкая паутинка. Утром я выходила в сад, и в росе паутина блестела. Поэтому от клеща все хвойные, все без разбору обрабатываем акарицидом. Так, дальше проверяем, что у нас развалилось. Вот у меня немножко развалился этот мой можжевельник Спартан. Красивенный. Его почти чистить не надо. Немножко там сухой хвой. Я его даже трогать не буду. Все отлично с ним. С кипарисовиками Ивонны тоже. Их чистить не надо. У меня еще спрашивали, делаете ли вы формировку, обрезку. Я не делаю. Мне нравятся вот такие веера мои красивенные. Я не хочу его прямо плотным таким застригать, как, допустим, смарагды. Так, теперь пошли по проблемам. Сейчас я вам покажу, какие могут быть у хвойных проблемы и как их лечить. Смотрите, если ваши туи или обгорели, или коники ваши обгорели, от солнечных ожогов пострадали, что нам надо делать? Сейчас к конике подойдем, я вам покажу. Моя коника здорова, на ее примере просто покажу. Ну вот мои елочки, коники, они в прекрасном состоянии, цвет темно-зеленый, красивый, но у кого коники посажены не в очень правильном месте, они могут получить солнечные ожоги. Что это значит? Это с одной стороны, четко видно, с одной стороны идет сухая хвоя побурения, а падение у меня, кстати, и чистить ее не надо. Но они молоденькие елочки, малюсенькими я их покупала, наросли уже больше метра. Одна, и вот это постарше, на полгода, по-моему. Значит, что мы делаем? Мы не спешим ее списывать, эту елочку. Солнечные ожоги растение легко преодолеет, если вы сделаете следующее. У меня вот эти туи на заднем плане узенькие, я их застригаю, им надо и высоту в этом году немножко понизить. Самый первый год они были около 60 сантиметров, за год там подросли, быстро растущие. Сорт я даже не помню, туя западная для живой изгороди. Пожелтела. Весной вышла из зимы, и бурая такая у нее хвоя. Некрасивая, рыжая. Я сразу сполошилась, начала ее всем, чем попало, брызгать. Ничего не помогало. А оказывается, некоторые туи зимой, вот допустим, смарагды, цвет хвои почти не меняют, зелененькие.
А вот эти туи, сейчас они уже взрослые, у них корневая большая, и они легко морозы переносят. А сразу, когда маленький ком еще был, пожелтело. То есть, что я, в общем, делаю? И вы, коники, не коники, туи, если вы видите, что растение плохо вышло из зимы, мы разводим циркон и хелат железа. Хелат железа может быть и в жидкой форме. У меня я купила в порошке. Мне он нравится больше, вот этот. Разводим и брызгаем прямо по хвое. Это любят и рододендроны, у кого есть немножко. Вот я буду эти обрызгивать. Уже снимаю укрытие, все совсем. И те растения хвойные, у которых, мне кажется, немножко блеклая, не зеленая она, блеклая немножко. Хелат железо и циркон. По инструкции там на 10 литров пакетик этот. Или если у вас большая бутылочка, по инструкции. Но одним разом вы это дело не исправите. Растение не зазеленеет после одного раза. Мы это будем делать с перерывом в неделю 3-4 раза. Вы сразу видите, что растение встрепенется, зазеленеет, ему будет хорошо, прекрасно. Это как витаминный коктейль, а хелат железа придает сочности, зелености травы. У коники, если у кого пострадали, начнут хвоинки и молодые приросты, она сразу пойдет. Старая хвоя осыпется, а молодая пойдет. А вообще для коники выбирайте немножко полутенистое место. Вы видите, у меня от забора тут вторая половина дня, и коники в тенечке. То есть утром с этой стороны на них солнышко, а после обеда уже им тут хорошо, жары нету. Так, сейчас я вам хотела показать разные проблемы на хвойных и что это значит и что мы делаем. Так, по пирамидалисам нашла немножко. В прошлом году у меня сильнее в этом месте обгорели с солнечной стороны. Смотрите, вот это идет совсем тут немножко. Солнечные ожоги, сухая хвоя. Ничего не делаем, она сама осыпется. Ну, если большие у вас ожоги, они срезаются секатором или ножницами. Как определить, что это солнечные ожоги? Они все обычно с одной стороны растения, и с той, где солнце в зените стоит вот именно в середине, в конце марта, в начале марта. То есть именно с одной стороны этот ожог. Можно ничего не делать, можно срезать. Так, у можжевельников у нас все нормально. Вот, туя Мириам. Открываю постепенно розы свои уже. Замульчировала, присыпала их. Это наш можжевельник принц Уэльский, горизонтальный. У них обычно никаких проблем нету. А вот наша туя Мириам. Она постепенно начинает выходить из зимы. Она позже всех становится вот такой ярко-салатовой. А сверху немножко золотистого будет. Тут ничего делать не надо. Если хотите, можно хелат железо и циркон. Можно ничего не делать. Так, что у нас еще? У нас елочки кейбаб в отличной форме. Ничего с ними не делаем. Вот постепенно выходит маленькая наша пирамидалис, о которой я переживала, что она прямо кирпично-коричневого цвета была. Видите, все в порядке. Но профилактически все растения я пройду хорус плюс актара. Хупси наша, которую мы смотрим с розовыми шишками, ее обязательно надо от вредителей. Вообще все елочки весной очень их любят всякие пилильщики
не пилильщики, чтобы она нас порадовала красивыми молодыми приростами и наросла вот столько же. Вы видите, вот это прирост 1 года. Обязательно сейчас Хорус плюс Актара. Вот этот Golden Globe у меня 1 год сильно пострадал от клеща, а я его лечила фунгицидами. Не забудьте, значит, через 2-3 недельки обработать акарицидом. Так, хотела вам где-то показать какая-то проблема, что это значит. Сейчас найду. Так, вот такая проблема. Нашла, обход сад делала. Это знаете, что я веточку Тамарис цифоля отсадила, она к земле прилегла и корешки пустила. Я ее 2 года назад сюда посадила и даже забыла, что это за сорт можжевельника. А уже по форме видно, что это осьминожка моя, вон та, что возле лавочки. Так вот, вот такая проблема. Ой, смотрите, собаки мне поломали от пиона, от моего почку, жену. Так, вот такое пожелтение хвой. И это не болезнь. Это страдают наши хвойные от животных. Кто-то сходил в туалет на наш можжевельник. Что нам делать? Тут мы уже ничем не поможем. Это надо обрезать хвою и по-хорошему тут поставить или сетку, или какую-то преграду. Пожелтела, почернела хвоя. Это ожоги химические, скажем так. Химические ожоги. У туи после зимы вот такие вот. Это не болезнь, это старая сухая хвоя. Надо чистить в середине. Дальше смотрим по пирамидалисам. Проблем нету. Где-то я вам еще что-то хотела показать. Вот тут шла по аллейке Севоны, разглядывала свои хвойные, где что. Вот, допустим, веточка засохла. Это не болезнь. Вот это. Это просто, видно, или обломано было. Если болезнь, поражается прямо все снизу доверху. Это немножко старых хвоинок. И внизу у нас все хорошо с хвойными. И вверху вы оцениваете состояние своего хвойного по первым молодым каким-то, но это даже еще не приросты. Может и приросты уже пошли, смотрите. Что пошло в рост хорошо, когда у растения какие-то проблемы, оно замирает. Первым делом замирает. Скальные можжевельники. Немножко они голубизну потеряли, но сейчас восстановятся. И как пойдут в рост наша елочка инверса. Ее, как я сказала, все ели надо обязательно от вредителей обрабатывать. По ним очень сложно определить, что растение страдает, когда уже поздно бывает. Когда хвоинки осыпаются, когда они не зеленые, тогда мы бьем тревогу. Пройдите по саду и посмотрите все свои хвойные. Вот, допустим, недеформис маленький. С ним все хорошо. Смотрите, у него сразу проглядываются почечки на концах побегах. Видите? Он прямо ждет теплой погоды, чтобы уже были такие лапки салатовые. Он вообще красивый. Это миниатюрная карликовая елочка. И лапки у нее так свисают немножко. Я вот вам прикрепляю видео весной. Похоже на елочку Кэрол. Так, куда мы пройдем
Вот мы еще Пельц Блю. Пельц Блю. У него тоже, видите, при морозах немножко голубизна пропала на краях. Сиреневый какой-то он, да, такой стал. А вообще он будет голубой, голубой, красивенький. Тут проблем нету, собачки его не трогали, но хорусом и актарой я его обязательно обработаю. Лучше проблему лечить, когда ее еще нету, да, не лечить, а профилактику проводить. Что касается вот этих моих можжевельников, это обычный казацкий можжевельник, как я вам рассказывала, каждый сезон, ровно в середине апреля, мой этот можжевельник неприхотливый, мягкий, темно-зеленый, красивый, поражается ржавчиной. Это такая ужасная, скажу вам, у него сухие хвоинки, это не болезнь. Это хвоепад, наверное. Он вообще неприхотливый. Вот тут вот на стволах появляются такие рыжие наросты, какие-то мягкие, слизистые, некрасивые. Показывать не буду. Скажу, что надо делать. Тут надо, понимаете, мы ни хорусом, ничем его уже не спасем. Надо в начале апреля или в середине, лучше в начале я это сделаю, уже профилактически обработаю фундазолом. Фундазол это уже такое ударное, скажем так, ударного действия фунгицид. 2 раза надо. 1 раза может быть недостаточно, хотя симптомы пропадут сразу. Засыхает, усыхает вот эта слизистая такая ржавая, наросты ржавые. А вот смотрите, у окороконы. Немножко у нас хвоя. Тут, вот тут уже видно срочно, видите, оголяются веточки. Тут какая-то проблема, но они у меня еще осенью оголились, поэтому я вот обрежу это все и быстрее обработаю свою окорокону актарой и хорусом. Чтобы елки обычно все елки, пихты почему-то не трогают, а именно ели. Елки, не елки, а ели. Ну, в принципе, так я больших проблем в своем саду не вижу. Вот, допустим, у Тедди Бир побег отсох наверху, это он обмерз. Он у меня почему-то тронулся в рост, уже в середине лета пошли приросты. Это просто надо пристричь. Ну что, вот такое я вам порассказывала, показывала. Пройдите прямо по всему саду, посмотрите, где у вас какое хвойное, и рассмотрите внимательно. Хорус актара. Если есть растения, у которых проблемы ежегодные, как у меня, фундазол, но не сейчас, недели через 2, когда уже тепло будет, потому что он не сработает. Профилактически, если есть проблема, 2-3 раза фундазолом с неделю разницей. И хелат железа и циркон для тех, которые потеряли цвет хвой. И что-то у них не так. Все. Всего хорошего. Я пошла продолжать открывать свои розы. И встретимся буквально через несколько дней. Надеюсь, у нас еще лета не будет. Это была зима, потом весна, а потом лето. Всего хорошего.